Сегодня предлагаю поговорить о приключении греков на Евровидении 2021 в Роттердаме. Снова приветствую, друзья, на моем канале. И сегодня мы будем говорить о выступлении Греции на Евровидении 2021 в Роттердаме. В этот раз Грецию представляла молодая исполнительница, всего лишь 19 лет от роду, Стефания, с песней Last Dance. И сейчас мы будем смотреть это выступление. 10-е место для Греции было весьма успешным, потому что в предпоследний раз это было только 21-е. Итак. Многообещающее начало. Сразу пару первых звуков, и понятно, что девочка не поет, а напевает. Это больше говорение под музыку. Ну, это можно понять, потому что 19 лет вокалистка, очень даже возможно, что только сейчас совсем недавно начала заниматься вокалом. То есть стабильности здесь еще такой вокальной не будет. Я предполагаю, да, в общем-то, я и помню это выступление, манера не будет ровной, будет поиск звуков и где-то отсутствие фраз, ну, как таковых, связанных. Ну, это предположение, а теперь слушаем дальше. Вот здесь, где уже вот начинаем больше подключать дыхание, здесь уже такие звуки более уверенные начинаются, как мы можем заметить. Вот эта нота, можете даже ее сейчас еще раз прослушать, и чтобы утвердиться в понимании, что она была такая несколько размытая, хотя здесь нужно наоборот на нее опереться. Это вот так вот немножечко пальцем в небо. Мы так вот ищем, так пристреливаемся. При хорошем звуке это можно заметить, что ну вот эффект размытости имеет место быть. Вот нет такого адресного посыла высотного. Почему это происходит? Потому что она, в принципе, не отрывается от модели говорения. Далеко не всегда мы можем на этой манере построить, когда поем. Особенно если говорить, например, о верхнем регистре, совершенно не добьешься свободы пения, если будешь петь вот так, как она сейчас. То есть у нее, по сути, звук стелется низом горла, а должен вот идти все-таки верхом. Вот сюда выходить, а он выходит вот так. Вот так он идет здесь, да? И поэтому, скажем, такой вот большой связи с животом, то есть, ну, как бы помощи дыхательной я тоже не чувствую. Ну. Ну, девочка уверенная. Вот эта нота оторванная, но вот так вот она ее очень уверенно отрывает. То есть, ну, что-то в этом есть. Но, в принципе, песня не такая уже сложная, чтобы особенно так заморачиваться вокалом и постановкой. Вот то, что мы говорили на предыдущих уже моих лекциях, когда мы анализировали моих учеников, уже начали анализировать звезд последний раз, все вокалисты, которые не профессионально владеют голосом, они вверх вот так поют.
То есть они вот это вот вытворяют, они выискивают где-то вверх, непонятно где, на потолке. Хотя он, по сути, он наоборот зависит от тех нот нижних, которые мы поем, и на которые мы опираемся, когда этот верх добываем. У нас он не оторванный, а он вместе с остальными звуками живет. И вот это как раз и меняет манеру. Вот то, что вот мы подняли голову, все, осанка уже потеряна. То есть мы выводили звук в определенную точку. Здесь мы его теряем, потому что мы теряем корпус, мы теряем вот как раз эту точку, где мы добывать должны все. А особенно, если ты еще, скажем, человек, который обучаешься пению, тебе нужно вот четко понимать, что это все берется вот где-то здесь, в одной зоне, а не где-то на потолке. Это в любом случае не наверху, это впереди. И вот это уже ошибка. Сори за мою такую реакцию, потому что девочка, она все правильно делает, как ее научили, как ей сказали, но мне лично не хватает органики. Вот понимаю, что она обучена, что это не то, что она бы в принципе хотела делать. Но не знаю, какие у нее были задания. Может, ей говорили, ты больше думай там о пении, потому что, двигаться тебе надо немного. Трудно говорить, потому что не знаешь установок. Но понимаешь, что вот это вот все как-то по схеме, вот в домике. Особенно здесь. Интересная задумка танцевальная. Вот опять-таки, она начала сейчас петь низко после высоко, и она потерялась. Вот она, все, а где наша тональность? А тональность уплыла немножко, потому что та-на-на-на. Тут четко нужно понимать, куда ты сейчас придешь. Предвосхищать и уже думать заранее. Не просто созревать в этот момент, когда тебе нужно уже петь это. Я понимаю, там времени мало было, но все равно можно было подготовиться и понимать, что ты сейчас делаешь этот переход. Много факторов. Девочку можно понять. Она молодая, она вот только вышла, ей нужно и двигаться, и петь. То есть очень много сложностей. Работа с мониторами, с теми ребятами, которые сейчас ей организуют танцевальную подтанцовку здесь. И это очень трудно все собрать. Я все это понимаю, но я просто говорю об ошибках, поэтому сейчас я перестану жалеть ее и продолжу. Вот здесь. Это вот когда резонаторно, когда ты вот понимаешь, куда ты проводишь эти низы, они будут сочные, плотные, они еще где-то полетают, если ты с микрофоном. Вот у нее они просто уже такие, они просто такие больше говорительные, а не вокальные. Но это мы уже просто говорим. Вот здесь она уже, кстати, эту ноту спела намного лучше, чем в предыдущий раз. Не поменяла подачу. Вот она начинает на-на-на-на-на-на. Эта нота уже пошла далеко. Вот сейчас у нее получилось лучше. Вот есть ощущение, как будто бы она поет очень высоко, но это не так. Она не поет высоко здесь. И эта песня очень легкая. Но ощущение такое, потому что вот она вот немножко с трудом добывает эти звуки, как по мне.
Вот опять-таки, вот обратите внимание, ну везде поднимают голову, когда поют высокую ноту, но не нужно ее поднимать. Нужно выставлять, нужно это вот транслировать, как будто бы ты глазами поешь. И тогда нет проблем. И цеплять за то, что у тебя получилось перед этим. Понимать, где ты добывал, вот как ты выводил ноты, которые были удобны перед этой высокой. Вот это место, да, вот она спела сейчас. Это трудно, если это не привязывать к тому, что удобно. Здесь субтон начался. Ну, в принципе, неплохо довольно. Но если бы была артикуляционнее, было бы еще лучше. Вот как будто бы ты нарочито что-то рассказываешь. Тогда это супер. Тогда получается прекрасно. Вот здесь это не нужно петь, это нужно вот этот звук подавать так, как будто бы вы обижены. Вот в этой точке его добывайте, где вы обижаетесь. Где вы обижаетесь? Вот там и ищите такие звуки. Не нужно их делать такими отягощенными злом. Let's dance! Нет, let's dance! Вот туда нужно выставить, и тогда все вообще супер. Спасибо, Стефании, и нам за этот аналитический урок. Надеюсь, получилось неплохо. А вас очень попрошу, если будут какие-нибудь интересные идеи по поводу анализа других исполнителей, добавляйте их внизу в комментариях. До новых встреч на моем канале!